Всем привет! В эфире специальный юбилейный выпуск заметок о Черкесии, посвященный празднованию 26-летия образования Республики Адыгея к 5 октября. Итак, этот выпуск я решил посвятить создателю, собственно говоря, современной Республики Адыгея, человеку, посвятившему всю свою жизнь именно созданию отдельной государственности в рамках российского государства как целого у черкесов. Итак, речь пойдет о человеке, фамилия которого во многие наслышаны, благодаря тому, что его именем названа улица в Краснодаре. Речь пойдет о Шахангерее Хакурате. Полное его имя Хакурате Шахангерей Умарович, или, как его еще называли, по имени Шаханчерий. Родился он 10 мая 1883 года в ауле Хаштук в семье обычного крестьянина, мусульманина по вероисповеданию. В 1898 году Хакурате поступил на учебу в школу в соседнем ауле Панахес, где, отучившись, оттуда поступил в Екатеринодар, в Кубанскую военно-фельдшерскую школу, где проявились его первые таланты. Он стал первым фельдшером, адыгом по происхождению в Российской империи. Значит, оттуда, благодаря своим талантам, его приметили и приняли на работу в Кубанскую войсковую сельскохозяйственную школу. Сам по себе Хакурате был очень активным, умным парнем. И все это в сочетании с юношеским максимализмом привело его в 1903 году, уже к 20-летию, в ряды социал-демократов. То есть он был противником закостенелой имперской власти. Здесь он стал очень сильно проявлять себя, свою активность, стал таким ярым революционером, распространял информацию, вербовал сторонников среди своих коллег и учеников. И таковая деятельность, естественно, не могла остаться без внимания властей. Поэтому в 1908 году, по какой-то поступившей информации, провели полицейский обыск в школе этой сельскохозяйственной, изъяли целую кучу литературы этой запрещенной партийной у Хакурате. Результатом этого обыска стало снятие с должностей целого ряда преподавателей школы, а самого Хакурате с учеником Янпольским отправили из Кубанской области в Вологодчину по личному приказу наказного атамана Бабича, сына того самого Бабича, Павла Денисовича, который до того, в середине 19 века, покорял тухайцев и бжедухов в Кавказскую войну. В последующие годы Хакурате провел в Центральной России, активно работая в партии социал-демократов, до самой революции. С началом революции Хакурате поступает в войска Красной Армии РКК и сражается с белым движением в их рядах на территории России. В апреле 1920 года Хакурате поступает в армию Буденова, с которой вместе участвует в ряде сражений на территории Украины. Но пробовал он там недолго, буквально 2 месяца, к июню 2020 года. Кубанско-Черноморский комитет Коммунистической партии РКПБА отзывает его на Кубань для того, чтобы здесь его силы применить для восстановления разрушенного гражданской войной хозяйства. В этом году он поступает в первую конную армию и с ней вместе поступает на фельдшерскую работу в совхозе Абрау-Дюрсо. Однако там он довольно краткое время пробыл фельдшером и довольно быстро перешел в политическую работу, став секретарем партийной ячейки совхоза Абрау-Дюрсо. И опять же, совсем через короткое время, буквально через месяц, его с этой должности снимают и переводят тогда уже Краснодар, назначая председателем Горского исполнительного комитета. Это тогда был такой представительный орган черкесов в Кубанской области, поскольку своей администрации у них не было. Тут надо отметить, что первый опыт черкесской государственности в рамках Советского Союза у черкесов уже имелся. В Краснодаре пытались создать
мусульманскую секцию при советском правительстве Кубани, которая должна была, скажем так, отражать интересы черкесов. Ну, особо как бы она такое развитие не получила. И как бы всю эту деятельность, опыт этой деятельности перенял Хакурата, который в 1921 году, будучи председателем уже Горского исполнительного комитета, значит, объединил все аульские революционные комитеты Краснодарского отдела, Майкопского отдела, Туапсинского и Таманского в одно целое для начала. Еще Туапсинского, простите, в Кубанско-Черноморской области. Так с начала следующего года стало уже понятно, что у черкесам требуется самостоятельная автономия, такая же и не меньше, чем у других народов Северного Кавказа, которые ее тогда активно получали. В январе того же года Горский исполком во главе с Хакуратой ставит вопрос перед Народным комиссариатом по делам национальности СССР о выделении черкесам отдельной автономии, значит, автономной области, которая будет включать в том числе и русские, и украинские поселения на этих территориях. Значит, Наркомнац тогда постановил выделить 44 аула Краснодарского и Майкопского отдела в отдельную автономию. Ну, как постановил, принял проект, скажем так. Однако местные власти, вот именно Кубанско-Черноморской области, и их облсполком выступил против этого проекта, поскольку считал, что вот именно русские и украинские поселенцы этих земель, этих станичники, они откажутся вступать в такую автономию. Но Хакурата не сдался. Через 2 месяца он создает совместную комиссию, которая проводит опрос жителей как раз не черкесских селений будущей автономии, по части вхождения их вот в такую автономию, если она будет создана. Значит, по результатам опроса, ну, как бы они были различными, эти результаты опроса. Кто-то соглашался сразу, кто-то какие-то свои условия выторговывал. Есть только малоизвестный факт, что жителям некоторых нечеркесских селений сама область отказала вступать в автономии, хотя сами они были не против. В частности, это несколько селений современного Белореченского района. На основании вот этих опросов и текущего проекта, составленного Хакурата, в котором он обосновывал своевременное создание такой автономии летом 2021 года, в срочном порядке вновь собирается комиссия из представителей Горского исполнительного комитета, собственно, Хакурата, представителей Черноморско-Кубанской области и представителей из Москвы, то есть из РСФСР, где ставится, значит, вопрос принятия проекта уже полноценного создания, называлась она тогда Черкесская, в кавычках, Адыгейская автономная область. Значит, и, собственно говоря, через месяц этот проект из Москвы получает положительный отзыв, и через 2 месяца, 27 июля 2022 года, выходит в свет постановление в ЦИК СССР о создании такой автономии, так называемой Черкесской, в скобочках Адыгейской автономной области, состоявшей из аулов как черкесов, так и из станицы поселений русских и украинских поселенцев. Делится она на 3 округа, это Псикубский, Шерванский и Фарский, вдоль речки Кубани, соответственно, Белой. То есть это вот довольно узкая полоса земли, которая представляет собой северный участок современной Адыгеи вдоль рек. Параллельно существовал еще один проект, который продвигался группой черкесских национальных деятелей во главе с Юсуфом Натучем. Значит, проект этот был более амбициозный. Он, значит, состоял в том, что это должна быть не автономия у черкесов, а полноценная республика в рамках СССР со столицей в Туапсе, которая будет состоять из отдельных, как они называли их, кантонов, то есть округов, в частности, Псикубский округ, Лабинский округ, Армавирский, Туапсинский, Таманский, ну и все, в принципе. Вот этот проект был слишком амбициозным, естественно, его как бы не продвинули нигде. Значит, и вот после создания в июле 22 года черкесской автономии она была тут же переименована, дополнительно поменяли слова местами, то есть стала она Адыгейской, а в скобочках Черкесской.
автономной областью. Как бы в ЦИК СССР обосновывал это тем, что уже существует автономия в Карачаево-Черкесии, черкесская автономия, и дабы не было путаницы, лучше вот именно так поменять местами. Таким образом, фактически была создана такая искусственное национальное образование адыгейцы. То есть черкесов их просто разделили, и те, кто проживал на территории сегодняшней республики Адыгея, черкесов, их выделили, обозвав таким вот отдельным названием адыгейцы, которое по сей день и закрепилось. Были у области в первые годы ее существования постоянные как бы трения по поводу границ. Сам Хакураты постоянно разъезжал по разным селениям, аулам и пытался разрешить эти вопросы именно определения, разграничения границ между аулами и селами Кубанско-Черноморской области и вновь созданной черкесской автономии. Привлекал для этого активно самих жителей этих аулов и станиц. Как постановил в декабре 22 года Первый съезд Советов Адыгеи, что вот само создание этой республики было первым серьезным шагом к самосознанию адыгов, черкесов, к их как бы сохранению их традиций и обычаев, да, путем выделения их в автономию. И первый съезд при этом состоялся в ауле Хакурина-Хабль. Дело в том, что вот в этой вновь созданной автономии не было городов. То есть Майкоп тогда еще не входил в черкесскую автономию, и в основном это были аулы, поэтому как бы такого представительного места для администрации не находилось, и как бы облисполком, то есть сама администрация этой черкесской автономии, она находилась в Краснодаре, в здании в зеленом здании бывших купцов Бугарсуковых на углу Красной и Гимназической. А аул Хакурина-Хабль, он исполнял роль такого исполнительного центра, где непосредственно из которого непосредственно сама деятельность производилась, исполнительная на местах. И съезды, соответственно, тоже в ауле Хакурина-Хабль проходили. Со времени создания этой автономии Хакураты развивает такую активную бурную деятельность по ее развитию. Значит, в 1924 году он получает Красное Знамя, такую награду очень серьезную советскую, за ликвидацию бандитизма в Адыгее. Значит, тогда же начинается активное строительство школ, училищ в адыгских аулах и в Краснодаре в том числе. Развивается, значит, местная культура, вот, поддерживаются всяческие разные творческие коллективы. Значит, Хакураты активно встречается непосредственно с населением лично, выбирает среди молодежи самых таких, по его мнению, грамотных, самых перспективных людей, и, значит, он их продвигает на определенные должности по карьерной лестнице. Более молодых из молодежи он активно отправляет, значит, на учебу в различные вузы по всему Советскому Союзу. Вот. По сути, он как бы кует именно национальные кадры. Параллельно им активно формируются правоохранительные органы, то есть это милиция, прокуратура, которая должна была обеспечивать порядок вот в черкесских аулах. Говоря, вся его деятельность, она посвящена укреплению не только самой государственности черкесской, но и так называемой дружбе народов, то есть отсутствию конфликтов между различными национальностями, проживавшими на ее территории. А сам Хакураты, как его описывают, был довольно скромным, проживал вот в одноэтажном домике, всегда лично встречался с людьми. И в это же время активно проходит работа по внедрению и систематизации адыгского алфавита, орфографии и грамматики при активной как бы поддержке самого Хакураты. Дело в том, что еще в начале 20 века существовало множество алфавитов на основе арабской письменности, которые пытались применить к адыгскому языку черкесскому. Самый известный именно в Российской империи и потом в Советском Союзе был, значит, букварь лингвиста Ахмета Бекуха 18 года выпуска, который Кубанский революционный комитет в Краснодаре, значит, принял и выпустил в тираж. На ее основе обучались в школах черкесы. Значит, на этом букваре на его основании выпускались учебники, по которым его учили черкесскому языку. Выпускалась пресса, выпускалась литература.
Значит, а в то же время в черкесской диаспоре за рубежом существовал разработанный в 2010 году и выпущенный в Каире Мухаммедом Кемалем Хуажевым также букварь на основе арабского алфавита. При этом он был достаточно неудобный и там, и тот букварь, поскольку не отражал звуки адыгского языка хорошо. В 2017 году также в зарубежной диаспоре появился первый букварь черкесского языка на основании латиницы, разработанный в Турции Бланау Батоковым, тоже иммигрантом. В России, в СССР идея латинизации алфавитов народов появилась в 23 году и стала набирать популярность, в результате чего на следующий год был выбран лингвист Николай Феофанович Яковлев, который вместе с адыгским первым лингвистом Ашхамафом Даудом Ашевичем начал разработку букваря, то есть алфавита адыгского языка на основании латинской транскрипции. Через год этот проект был уже готов, утвержден и активно с 27 года стал активно использоваться, печататься, запускался в учебные заведения в качестве основного букваря. При этом арабская версия букваря как раз к 27 году она была потихонечку сведена на нет. И вот с 28 года активно используется именно этот букварь. Составленный он был на кемергоевском диалекте адыгского языка, что повлекло впоследствии признание его основным официальным языком Адыгеи. Именно этот диалект кемергоевский. Параллельно в 1933-1934 году создаются и орфография и грамматика, также на основании вот этого букваря. А к 1938 году, когда пошла волна именно замены латиницы на кириллицу в Советском Союзе, те же самые, собственно говоря, лингвисты успешно переделали этот букварь на кириллицу. Собственно говоря, по сей день он используется и утвержден официально. Тем временем в 1928 году Адыгейская, в кобочках Черкесская автономная область была снова переименована, из нее полностью исчезает слово черкесская, теперь она становится просто Адыгейская автономная область. В 1931 году в Адыгейской области была полностью ликвидирована неграмотность. То есть все население поголовно имело минимальное необходимое школьное образование. Довольно большое число адыгов и их представителей училось в крупнейших вузах СССР. Все это считается заслугами именно Хакурата, который активно проводил политику именно образования населения. Его за это очень хвалили. Даже, допустим, Крупская писала, что именно благодаря Хакурате адыгейская автономия она сравнилась по уровню образования с капиталистической Англией, что, в общем-то, очень так придавало авторитета в глазах ЦИК СССР именно Хакурате. Народная любовь к Хакурате, она была довольно такая сильная, именно поддержка. Она позволила ему в свое время 8 раз переизбраться в качестве главы исполкома Адыгейской автономной области. К 1932 году Хакурате стал первым почетным секретарем Адыгейского обкома партии. В это время активная поддержка идет как в физкультурной части, так и в развитии промышленности сельского хозяйства. В частности, появляется Адыгейское национальное издательство пресса, появляется первая литература «Союз писателей Адыгеи». Активно, появляются эти училища многопрофильные самых разных областей, в которые поступали свободно на учебу представители Адыгеи. Строятся музеи, дома культуры. Параллельно, он добивается проведения нитки трамвая от парка Горького к Яблоновскому мосту. В самой Адыгее строится промышленность, развивается сельское хозяйство, благодаря ему строится этот консервный завод в поселке Яблоновском.
Однако пика развития адыгейской автономии Хакурата застать не сумел. 5 декабря 1935 года он умирает в Кремлевской больнице от заболевания сердца. Вот. 10 числа октября того же года проходят такие обширные похороны в городе Краснодаре при большом скоплении людей. Его хоронят в сквере напротив Адыгейского облсполкома на Гимназической, ныне это известно как сквер Жукова. Хоронят его по черкесским обычаям, и на месте его могилы ставят памятник ему самому. То есть было почетное захоронение и памятник. Также после его смерти активно переименовываются улицы в Краснодаре, Майкопе и в нескольких аулах Адыгеи. В частности, в Краснодаре переименовали улицу Рабфаковскую, которая ныне называется Гимназическая. Переименовали училище, в котором он учился, фельдшерское. В Адыгее был переименован Тахтамукайский район, Хакуратинский район. И сам сквер, собственно говоря, Жукова современный, он также был назван сквером Хакурата. В следующем 1936 году продолжается активное развитие Адыгейской автономной области. К ней присоединяется довольно обширный участок бывшей Кубанско-Черноморской области, Майкопский отдел, так называемый, то есть Майкопская область, с центром в городе Майкоп, куда, собственно говоря, и переносится облисполком Адыгейской автономной области, то есть все органы управления, и город Майкоп становится столицей Адыгейской автономной области. Но, к сожалению, лучи славы Хакурата были омрачены политическими играми. Значит, в 1938 году партия противников вот этой его деятельности выступает, значит, в облсполкоме, где оговаривает Адыгейский облсполком и всех бывших соратников Хакурата, а его самого посмертно в вражеской деятельности, объявляет их врагами народа. Значит, Адыгейский облсполком подвергается политическим зачисткам, собственно говоря, в Краснодаре в одну ночь буквально уничтожается памятник Хакурата вместе с почетным захоронением. Его просто сравняли, и там к утру посадили цветочки. По поводу судьбы же тела самого Хакурата до сих пор идут споры. То есть по одной из версий он так и остался там похоронен, по другой версии якобы его выкопали и кремировали, прах развеяв. Ну, как бы это остается загадкой для нас. Родственники Хакурата, его потомки, пытались обращаться с запросами о эксгумации тела, но им отказывали всячески. Сама улица Хакурата, ныне Гимназическая, была переименована в улицу Ежова, которого быстренько расстреляли, ее тоже переименовали в улицу Ворошилова, ну и так далее, еще очень много раз она переименовывалась. Соответственно, училищу Тахтамукайскому району вернули их прежние названия, и сама вот память публичная о Хакурата, она стиралась активно. Тем не менее, сама автономия продолжала жить и развиваться. Вот, в том же, допустим, в начале 1940 года к ней присоединили еще один небольшой район, Куржарский сельский совет Тульского района Краснодарского края, который очень долго был спорным районом территориальным внутри вот этой вот присоединенных частей Адыгейской автономной области, таким образом завершив административный спор. А после войны в 1962 году к автономной области Адыгейской присоединили обширные горные районы к югу от Майкопа и таким образом окончательно сформировали ее современный вид, какой имеется у нее по сей день в республике Адыгея. Значит, самого Хакурата оправдали только в 1967 году. Однако захоронение его не восстановили, ни памятника, ни захоронения, ни большинство улиц, училищ, районов не было переименовано обратно. Единственное, только лишь улица Крестьянская в Краснодаре была переименована в улицу Хакурата, каковой по сей день не является. Памятники ему пытались установить и по сей день пытаются установить в том же Майкопе, например. Но, к сожалению, этот вопрос никак не может сдвинуться с мертвой точки. Единственный памятник, бюст Хакурата, имеется в ауле Фипсип, который был установлен в 1967 году сразу после его оправдания и стоит там по сей день.
Ну, а что касается самой праздничной даты 5 октября, значит, происходит она из события уже более поздних времен. Значит, свершилось это 5 октября 90-го года, когда была публично провозглашена самостоятельность Адыгейской СССР в рамках Советского Союза. Была ли выбрана такая дата специально или нет, это остается загадкой. То есть совпадение смерти Хакураты, даты создания, по сути, независимой Адыгейской СССР. В декабре того же года, 90-го, значит, на основании вот этой самостоятельности Адыгейской СССР, она вышла из состава Краснодарского края окончательно, отделившись от него. А через 2 года, в марте 92 года, была провозглашена уже Республика Адыгея с собственной конституцией, принятой в мае того же года. И с тех пор ведет как бы, свою государственность текущая Республика Адыгея. То есть с тех пор прошло 26 лет. Как показывали последние опросы, современная черкесская молодежь ничего не знает. Или знает, но очень мало о создателе Республики Адыгея, что очень удручает, в общем-то. Итак, на этом все. Я поздравляю всех жителей Адыгеи с этим праздником. Желаю дружбы и процветания вашей республике долгие годы. Всем пока!